Всем привет, меня зовут Саша Saintrider, и вы находитесь на канале Flowform, посвященному созданию музыки на мобильных устройствах. Сегодня мы изучим очень мощный вокальный процессор от разработчика QNeo. Voice Synth — это вокодер, питч-корректор, гармонизатор и множество творческих полезных инструментов. От робота голоса а-ля Kraftwerk, красивых атмосфер, ритмических пульсаций и T-Pain эффекта автотюн. Voice Synth также можно использовать как аудиоэффект в формате AUV3, вашей любимой DAW, например, GarageBand, Cubase, Beatmaker и прочее. А также отдельно есть версии под Mac. Плагин далеко не новый, ему уже более 9 лет, но я считаю, что он по-прежнему остается одним из мощных креативных инструментов. Также сегодня я разыграю 3 бесплатных кода на этот чудесный плагин. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на мой канал, поставить палец вверх к этому видео, обязательно написать комментарий под видео и быть участником iOS-комьюнити Мус-Яблоки. Ссылка в описании под видео. Через несколько дней рандомайзер выберет 3 случайных комментария, и я напишу список победителей. Большое спасибо QNeo за предоставленные коды для розыгрыша. Давайте начнем обзор. Перед началом обзора давайте послушаем, какие есть готовые пресеты Voice Synth. Начнем изучение инструмента вот с этой центральной части. Вот в этой области мы видим два основных режима работы — Live и Sample. Если я сейчас выберу режим Live, то когда я буду говорить, iPad будет цеплять через микрофон мой голос, и Voice Synth будет его обрабатывать в реальном времени. Всем привет, меня зовут Саша Saintrider. Вы находитесь на канале Flowform, посвященному созданию музыки на мобильных устройствах. Ну а, соответственно, в режиме сэмплер я могу открывать самостоятельно сэмплы и таким образом обрабатывать их уже, так скажем, в офлайн режиме. Сейчас мы будем изучать плагин на примере вокала, который уже записан разработчиком. Вот эта фраза. Вот эту ручку вокодера я сейчас уберу в 0 микс. Вот так вот звучит оригинал этого голоса. И вот как раз кликнув на кнопку Sample, мы вот в этой верхней части видим те сэмплы, которые мы можем добавить. Вот этой кнопочкой мы видим все сэмплы, которые записаны разработчиком, либо избранное, то, что мы сейчас используем. Ну а также сразу покажу вот здесь кнопкой More. Можно удалить, экспортировать как сэмпл в WAV, дублировать. А через эту функцию мы можем как раз новый сэмпл записать, либо импортировать с iPad и так далее. Ну а теперь давайте изучим сам движок плагина, как он обрабатывает голос. Вот в этой правой части мы как раз видим основные режимы обработки. Послушаем первый режим Natural. Режим робота. Breeze. Можно сказать, что это просто готовые 3 пресета, которые уже настроены под определенное звучание. И последний режим дизайнер. И вот здесь вот, собственно, движок, который обрабатывает вокал. Это 4 осциллятора. Вот мы видим, первый осциллятор — это синус, второй осциллятор — это пила, третий осциллятор — это квадратная волна, и 4-й осциллятор — это шум. Описание каждой ручки я, конечно, делать не буду. Давайте просто послушаем, как они звучат. Вот я сейчас скрутил все осцилляторы на 0. Давайте послушаем каждый. И мы сразу видим, как в центральном окне, подмешивая синус, мы можем искажать волну, добавляя тем самым гармоники.
Ну вот слышно, что если мы обрабатываем чисто шумом наш голос, то это, по сути, тот же самый режим Breeze. Но в центральном окне мы видим визуально, как отображаются все эти модуляции, которые влияют на звучание обрабатываемого сигнала. Выберу готовый пресет робот. Вот мы видим, как сверху появился эквалайзер. Это вот эта кнопка Equalizer. И здесь мы можем послушать готовые пресеты. Ну, либо самостоятельно вручную как-то отредактировать. Далее кнопка Presets. Вот обратите внимание, какое огромное количество здесь пресетов. Очень много всего интересного. Вот эти две буковки S и L означают, что это пресет, который работает от сэмпла, а это пресет, который работает от лайв-режима. То есть вот я сейчас говорю, и мы слышим, как в лайв-режиме он обрабатывает мой голос. Раз, два, три. Даже вот такое выдает. Эта кнопка — это различные настройки входящего и исходящего сигнала. Здесь вот мы видим громкость микрофона iPad, выход громкости на наушники, Noise Gate для подавления лишнего шума, кнопка Background Audio для того, чтобы плагин работал в режиме background, то есть фоном, и кнопка сброса настроек. Режим Tapes. В этом режиме мы можем вот эту кнопочку нажать Record и записывать какие-то в реальном времени манипуляции, получать вот такие готовые файлы. Вот это вот ручка перемотки. Но это какие-то демо-записи, которые разработчик сам экспериментировал. В правой части мы можем их экспортировать, ну, либо переименовать и удалить. Далее, вот эта правая часть, тоже немаловажный блок. Основная ручка микса, то есть подмешивание всех вот этих обработок. Допустим, вы в дизайнере что-то сделали, какой-то сигнал изменили, и вот этой ручкой микс можно подмешивать к вокалу. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Ну, то есть не обязательно обрабатывать сигнал на 100%, можно просто обработку подмешать. Дальше вот такая интересная ручка Strobo Slew, то есть если я скручиваю ручку вправо, Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. ну, это что-то похожее на релиз, то есть удлиняет звучание ноты. И режим строба звучит вот так. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Ну, что-то типа секвенции подмешивают к обработке. Далее вот эти две ручки реверберация, длина реверберации и микс. Wir sind die Roboter. И вот эти две ручки — это хорус, микс хоруса Wir sind die Roboter. и скорость вращения. Wir sind die Roboter. Слева это тоже эффекты. Автоклип — это параметр что-то вроде перегруза. Wir sind die Roboter. Автопан — это автоматическое панорамирование. Wir sind die Roboter. Автогейн — усиление громкости. А вот эти три ручки — это дилей, дилей-микс, то есть подмешивание самого дилея. Wir sind die Roboter. Время задержки дилея. Wir sind die Roboter. И дилей-луп — это длина хвоста, что-то типа фидбэка. Wir sind die Roboter. По центру вот это основное окно — это транспонирование. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. И ниже ручка подмешивания формантных гармоник. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. И в нижней части плагина мы видим все, что связано с воспроизведением самой ноты, Wir sind die Roboter. Wir sind повышение, понижение октав, Wir sind die Roboter. ручка Hold, то есть если я ее отпускаю, то, соответственно, для того, чтобы воспроизвести полноценный сэмпл, нам надо держать ноту. Wir sind die Roboter. А при зажатой кнопке Hold сэмпл до самого конца воспроизводится. Кнопка Мануал, можно почитать онлайн-мануал. Функция Scale, позволяющая как раз создать свой определенный набор нот, то есть лад. Допустим, я сейчас ограничусь, уберу вот эти три ноты, выключаем Scale. И вот сейчас видно, что эти ноты я воспроизвести не могу. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind. А те ноты, что подсвечены, вот как раз по ним могу играть. Ну, либо выбрать какие-то готовые пресеты. Мажор, минор, пентатоника и так далее. Ну, а функция Pitch позволяет корректировать в реальном времени ноты. Это что-то по типу плагина Autotune, который в реальном времени корректирует высоту тона. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Функция регистр позволяет указать, какие ноты будут воспроизводиться при обработке сигнала. То есть в данном случае работает нота до,
фа, ля и до. Получается такой стандартный мажорный аккорд. Wir sind die Roboter. Если я нажму кнопку Reset и, допустим, укажу только одну какую-то ноту, Wir sind то слышно, что обработка идет только одной нотой. Кнопка Keyboard позволяет включить эти клавиши. Мы сейчас работаем в стендалон режиме, то есть не как аудиоэффект плагин, поэтому клавиши здесь невозможно отключить. Они как есть, так и есть. Чтобы разобрать следующие два режима моно и поли, я как раз в регистре оставил только одну ноту. И вот в режиме моно я могу воспроизводить только по одной ноте. Я пытаюсь играть аккорд, и плагин мне этого не дает. Но это как в синтезаторах, то есть режим монофонии и полифонии. В режиме полифонии я уже, соответственно, могу взять аккорд. И последняя кнопка арпеджиатор. Сверху открываются дополнительные настройки. Вот обратите внимание, я сейчас возьму аккорд. И вот те ноты, которые я воспроизвел, работает своеобразный арпеджиатор. Давайте я скорость сделаю побыстрее. То есть эти ноты воспроизводятся не одновременно, как в режиме полифонии, а по очереди. Ну, как и любой арпеджиатор. И тут есть разные режимы воспроизведения. Снизу вверх. Сверху вниз. Октавы. И ручка гейт. Ну и давайте посмотрим, как работать с сэмплом. Я нажимаю вот на сэмплер. Открывается окно работы с сэмплом. И вот здесь несколько режимов. Нажимаю вот эту кнопку. Вот так вот визуально отображается сэмпл. И вот обратите внимание, что сейчас стоит режим hold. То есть он зажимает в определенном месте ноту. То есть это некий прием, я бы даже сказал, из гранулярного синтеза. Давайте посмотрим, как он работает. Я сейчас зажимаю ноту. И вот в том месте, где я указываю вот этот локатор, мы можем, так сказать, фиксировать в этом месте звук. Если я выбираю вот такую функцию, то можно луп увеличить. А если вот эту первую функцию, то, соответственно, лупа вообще нет. Ну и еще несколько функций поведения воспроизведения сэмпла. Вот что еще важно, вот эта ручка скорости воспроизведения, то есть мы можем указать, допустим, более медленную скорость. И если мы дойдем до 0%, то звук пойдет уже реверсом, то есть задом наперед. Ну, а также умножение скоростей, допустим, на 2, 4 и 8. Ну и напоследок давайте посмотрим, как работает этот плагин в формате эффекта. Я загрузил AUM, у меня играет вот такой бит. И я добавлю Voice Synth на слот эффектов. Честно говоря, я немного перепробовал различных вокодеров и процессоров обработки вокала на iOS, но из тех обзоров, которые я сам уже успел посмотреть на YouTube, могу сказать, что этот плагин меня больше всех заинтересовал, поэтому и захотелось сделать на него обзор. Вы сами видели, какое немалое количество творческих возможностей дает этот плагин. Если вам понравилось это видео, не забудьте его распространить, показать друзьям, музыкантам, кто также любит музыку, как и вы. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии под видео. Ну а для тех, кто хочет поддержать мой канал материально, ссылка в описании. Всем спасибо за внимание. С вами был Саша Saint Rider. До новых видео.